Каждые 2 месяца разработчики PUBG Mobile добавляют в игру новые механики и предметы. Некоторые из них могут быть очень важными, и их появление полностью меняет наш геймплей и стратегию игры. Например, там механика, дающая возможность хилиться водителю за рулем, и когда-то это было невозможно, но думаю, все так привыкли к этому, что уже забыли, как останавливали тачку и, собственно говоря, лечились, проезжая где-то за зоной. Или тот же саморез, воздушная подушка, новая карта Ронда, пришедшая с ПК PUBG, или возможность, если вы в ноке, моментально кнопкой отправиться в лобби и не ждать, пока тебя добьют на кулак. Как вы видите сами, кто б что ни говорил, и как бы этот PUBG Mobile не хейтили, игра реально меняется и становится лучше. Да, иногда, конечно, нам добавляют какую-то фигню, которой мы не особо пользуемся или вообще не пользуемся, и чисто в теории даже это может и выглядит интересно, но на практике никому не нужно. Хороший тому пример тот же пистолет-шокер, сумка хила, которая просто как мусор валяется везде, или функция замены ваших тиммейтов на ебатов. Приветствую вас, друзья! В этом ролике я покажу и расскажу о 12 новых механиках и предметах, которые появятся в PUBG Mobile в ближайших обновлениях. Что-то из этого списка вы даже, наверное, и не заметите, когда это добавят, однако некоторые штуки полностью изменят весь наш геймплей, поэтому обязательно пишите, что из всего перечисленного хочется увидеть вам максимально быстро. Поверьте, друзья, разрабы обязательно почитают комментарии, учтут наши пожелания. А еще обязательно участвуйте в розыгрыше 3 пакетов UC. И все, что нужно, это чтобы ваш ID был или в конце комментария, или в описании канала. Итоги, как всегда, подведу в следующем видео, а сейчас на экранах вы видите тех, кто победил в предыдущем ролике. Подписывайтесь на мою телегу, все полезные посты, анонсы, конкурсы, все там. Спасибо каждому, кто покупает UC в моем круглосуточном телеграм-магазине. Вы невероятно сильно помогаете мне и моему каналу и вообще всему, что я делаю. Надеюсь, низкие цены, а цены реально низкие. Вот кто не верит, кто думает, это просто слова для рекламы, вы зайдите, посмотрите, сравните, мне кажется, вы реально удивитесь. А главное, еще и пополнение моментальное. А еще у меня там есть бот, и там не только UC он продает, но можно и Steam пополнить, и звезды в телеге купить. Короче, возможностей куча. Если остались вопросы, жду каждого на стриме на Твиче, каждый вечер их провожу. Ссылки на все будут в описании. Ну а начать я бы хотел с безумных изменений в области оружия и баланса. В ПК PUBG почему-то решили вернуться к истокам 7-летней давности и убрали, друзья мои, Томиган обратно в airdrop, увеличив объем барабана до 100 патрон. Если кто-то играл в PUBG с первых дней, то, наверное, вы помните, что когда-то так и было, и Томик, и ВСС были в airdropе, однако со временем их оттуда убрали в обычный лут, а вот сейчас снова Томиган возвращают обратно. Почему так решили разработчики, я не знаю, и мне интересно ваше мнение, хотели ли бы вы видеть данное оружие у нас в мобилке в дропе, или достаточно того, что там сейчас есть P90. Причем, что еще интересно, из ПК PUBG фактически убрали калибр 0.45 ACP, заменив все ППшки, стреляющие им, на калибр 9 мм, то есть сделали и Томик, и Юмпик на девятках. Также, друзья мои, готовьтесь, ДБС в ПК PUBG также убрали относительно недавно обратно в airdrop, хотя изначально он там и был. Ну, если вы помните, у нас сначала ДБС была в дропе, потом из дропа это все дело достали, и вот сейчас вот снова на полочку отлетает он, причем его не просто убрали в дроп, ему там повысили урон, немножко его бафнули, ну и по итогу я очень жду, и я уверен, в PUBG Mobile будет то же самое, потому что они максимально такие вещи стараются повторять за ПКшным PUBG, просто с задержкой там в 3-6 месяцев. А еще из интересного, в ФАМАСу добавили слот под магазин, так что думаю, ближайший год нас ждут большие изменения. Хотя, если честно, я ДБС сильно не любил, предпочитаю Сайгу, ну и жду, конечно же, Панцерфауст на всех картах, включая Рангель. Ох, и шарм у нас в игре новый появится, мне кажется, будет весело. Друзья, я думаю, уже каждый из вас слышал о Купикоде. Это настоящий помогатор для геймеров, целая игровая система с большими возможностями. Нужно пополнить App Store или iTunes, Roblox или PUBG Mobile, Free Fire или Genshin Impact, New State или Brawl Stars, и здесь Купикод вам также поможет. Все сделки проходят быстро, безопасно и легко, а купленная валюта или игра придут к вам в течение пары минут. Авторизовавшись через ВК или Telegram, вы получите дополнительный бонус в 25
5 гупи-коинов, а также кэшбэк с каждой покупки, которую вы сможете тратить на будущие приобретения. Донать в любые мобильные игры быстро, дешево и легко вместе с купи-кодом. Вводи промокод CVES для получения дополнительной скидки в 5%, но ссылку на сервис я оставлю в описании. Также, друзья мои, вишенкой на торте в ПК PUBG есть автоматический дробаш, который все никак не добавят нам в PUBG Mobile. Я все жду, но что-то нет и нет его. Речь идет об О12. Это автоматический дробовик, и просто представьте, когда в мобилке вместо ДБС или Сайги будет эпоха новой дроби. Магазин на 30 патрон, 3 режима стрельбы, одиночный, берста, когда там по 3 пули за раз, и автоматический. 3 пули — это самый эффективный вариант в теории, потому что достаточно одного попадания противника с любой броней, даже третий, чтоб чела стерла. Просто 100 урона за попадание каждой пулькой. Страшно представить, что это будет. Пока PUBG отдача намного выше и пользоваться оружием там гораздо сложнее, а вот в PUBG Mobile будет новая эра горения пятых точек. Если честно, О12 в ПКшном PUBG находится уже очень давно, там где-то года 4, и я не знаю, почему вот до сих пор не добавили в мобилку. Может быть, разраб вообще его не добавит никогда. В общем, пишите, что думаете, нужен он нам или нет, а мы едем дальше. Следующая необычная штука, которую я хотел бы вам тоже показать, это пистолет с тросом. Прикольная темка, я видел, им вообще рисуют на стенах, как говорится, комьюнити PUBG весьма талантливо, однако в какие-то моменты он может помочь и выручить, опять же, исключительно только в рамках ультимейта и классической версии игры, потому что в рамках паблика это все не нужно, у нас есть ивент-предметы, они совсем прекрасно справляются, и подобные вещи только перегрузят и так вечно забитый чем попало инвентарь. Еще одна пушка, которую я так жду и которой мне так не хватает, это миномет. В ПК PUBG он появился аж вместе с дымовым вот этим вот оружием, дымовым пистолетом, который, я думаю, вы все знаете очень давно, а вот у нас дым-пушку добавили, а миномет не добавили. Может быть, он сложно реализуем с точки зрения баллистики, потому что стрелять из него реально непросто, нужно сидеть, высчитывать расстояние до цели, твое положение, очень важно, где ты сидишь, на холме, наоборот, внизу, и я больше чем уверен, он прям, ну вот, просится в PUBG Mobile, и я не знаю, я надеюсь, что мы его все-таки увидим. Как вы думаете, миномет нужен или нет, тоже пишите. Еще очень, даже скорее спорный предмет, чем необычный, есть который, да, в ПКшном PUBG, но у нас нету, а я бы, наверное, его реально хотел, это дроны. Когда-то давным-давно уже было у нас нечто подобное в мобилке на Викенде, там, в режиме выживания вот этом, однако в ПК PUBG их реализовали чутка по-другому. Летать он может в радиусе 150 метров, изначально там было 300 метров, но спустя года как бы разрабы ПКшного PUBG фиксили, вот сейчас он только на 150 метров летает, но что важно, он может производить по сути разведку, да, он может приносить предметы, максимум какую-то одну вещь, но лутаться это все не важно. Дрон этот супер классный в плане сбора какой-то инфы, да, там его можно сломать, сбить, взорвать, и это все вот в рамках ивента, где все супер динамично, быстро, дроны, ну как будто не нужны. Опять же, это хлам, который, наверное, будет просто лежать, а вот в режиме ультимейта, особенно там, где жесткий лайф, там 50 человек, вот эти последние зоны, мне кажется, это было бы прикольно и внесло бы хорошее разнообразие в стратегию игры, в атмосферу, вот эти жужжащие дроны, какие-то взрывы, хаешки, смоки, ну вот прям прикольно. При этом, что самое главное, не нарушается важная концепция максимального реализма, без всех этих суперспособностей, полетов и так далее. Короче, пишите тоже, как вы думаете, нужны ли нам дроны в ультимейте. Также, друзья, я очень жду механику или предмет, не знаю даже, что это больше подходит, складной щит. Нечто подобное много раз появлялось, в принципе, у нас в PUBG Mobile в рамках ивента разные всякие штуки, то там листья распускались, то мы реально щиты ставили. Правда, это было довольно давно, и потом вот почему-то разрабы со временем перестали вводить подобные предметы, хотя я помню, были времена, когда вот щиты, они были постоянно, то энергетический, то железный, то листочек, то еще что-то. Прям они любили вот эти вот щиты, а потом их в один момент хоп, и все убрали. Особенность щита такого вот, да, в ПК PUBG в том, что он есть в классической версии игры. Опять же, вполне логично иметь нечто подобное у себя в инвентаре, это не что-то там супер невероятное. Он одноразовый, если вы его поставили, то забрать с собой уже и сложить его нельзя. Ну и что важно, он может защитить вас от пуль, от пары взрывов хае, да, он не бессмертный, там буквально 2 хаешки, 200 хп, по-моему, у него, если я не ошибаюсь, 2 хаешки и минус щит. Если мы говорим о пулях, пуль он выдерживает
сделать там побольше, но в любом случае это прикольно. И что важно, щит можно развернуть не только на улице, но и в доме, в комнате, в любом помещении. И мне кажется, ну почему бы не добавить? Прикольная штука. Граната с синей зоной. Да, друзья, это тот предмет, о котором я уже говорю, ну, наверное, года 2. И мне кажется, это вот лично для меня самое необычное, реально полезное и очень ожидаемая штука в PUBG. Та же хаешка не столь эффективна при пуше здания, ведь от нее ты можешь спрятаться за стенкой, куда-то отойти. Если мы берем молик, можно вообще в угол встать. В углах, как вы знаете, молик не дамажит. Правда, не во всех, но в большинстве углов не растекается, и вообще там куча с этим всем проблем. А хаешка синей зоной просто делает синий шар, который довольно существенно дамажит все и везде, проходя сквозь стены, выдавливая противников со своих позиций. Как по мне, реализовать такую механику в рамках мобайла несложно, и у нас уже были и танцующие бомбы, которые тоже сквозь стены проходили, и водяные бомбы, которые работали в принципе похоже, поэтому нужно только захотеть. Новый 4X прицел тепловизор, друзья, ожидаю, и подобный обвес, да, у нас уже есть в режиме метро, но, во-первых, я в метро не играю, я не знаю честно, насколько он там полезен, как часто им пользуются, кто шарит, напишите, а вот в рамках паблика, то, как он работает в ПК-шном PUBG, я знаю, и там он невероятно полезен, так как позволяет видеть, во-первых, сквозь смоки, сквозь кусты, траву и прочие штуки, которые усложняют обзор. То есть, мне кажется, с ним количество крыс заметно снизится, и вот прикиньте, челы раскидали смоки, проходят зону, а ты тут такой открываешь прицел и всех их видишь, это же реально круто. Да, у нас в мобилке есть такое понятие, как непрогруз, и, допустим, ту же траву уже там метров на 200 не видно, просто чел лежит full open, но если мы говорим о смоках, мне кажется, это супер крутая штука. При этом стоит заметить, что это прицел не просто валяется в луте, как какой-то мусор, его можно найти только в дропе. Это значит, он довольно редкий, и это честно, и в ПК-шном PUBG этот обвес реально супер популярный. Я очень его жду у нас и надеюсь, нам его добавят, и он у нас приживется. Еще одна интересная механика, которую я также ожидаю, это преодоление препятствий с помощью тиммейтов. Очень необычно, когда мы можем подсаживать, поднимать ваших союзников на разные высоты, локации. И да, понятно, что в рамках ивента, возможно, это и не нужно. Нам и так хватает всяких крюк-кошек, паутину, ПМ и все такое. Но опять же, в том же ультимейте это может принести очень много пользы и дать какое-то тактическое, стратегическое преимущество перед другими игроками, так как все будет ограничено лишь нашей фантазией, и мы можем спокойно подниматься там на крыше каких-то небольших домиков, например. При этом не будет нарушен баланс, и в какие-то невероятные места мы забираться не сможем. Все вполне, ну как бы логично. С учетом того, как много механик переносится с ПК PUBG прямо сейчас, я думаю, что вот именно вот эту механику подсаживания мы уже увидим, скорее всего, даже в этом году. Кстати, еще из интересного, в ПК PUBG изменили механику маск-халатов, и если вы его надеваете, то с вас не скидываются все скины, а он надевается как бы сверху на них. Не знаю, насколько это прям полезно, но как по мне выглядит интересно, вполне логично. Не знаю, напишите, надо нам такое или нет. А мы двигаемся дальше, и следующее, о чем я вам хотел рассказать, это новый транспорт надувная лодка. Прикольная штука, позволяющая переплывать водоемы в самых неожиданных местах. Причем забавно, что чем больше человек в ней сидит, тем быстрее она едет, потому что считается, что типа больше человек гребут, что вполне логично. Лодка не взрывается, у нее нет мотора, только весла и резина. Она медленно тонет от повреждений, опять же, что логично, но главное, ее можно развернуть там, где вы хотите, и это делает переправу безопаснее, она довольно тихая, и я бы хотел видеть лодку в ультимейте, она реально бы, ну, принесла пользу и выглядит вполне логично в рамках, как бы, PUBG. Следующий предмет появился в ПК-шном PUBG вот буквально недавно, это маскировочная сетка для тачек, и это необычная механика. В теории я вообще не знаю, зачем они это добавили, потому что, ну, да, там типа вдалеке, может быть, не будет машина бросаться в глаза, мозолить взгляд, но с другой стороны, очевидно, не заметить какую-то большую штуку, которая накрыта машиной, ну уж никак нельзя. Может, под камень бы ее как-то лучше маскировали, я не знаю, но мне нравится, прикольно, что важно, этой сеткой нельзя накрывать машину, если там кто-то сидит, то есть как бы крысу не спрятать. Не без понятия, насколько это востребовано в ПК PUBG, если вы играете, если вы шарите, напишите, пожалуйста, но я вот увидел эту механику, и мне она показалась забавной, решил вам о ней рассказать. Еще из необычного, это появление на Эрангеле автоматов с энергетиками, да, как бы у нас они уже миллиард лет есть на Мирамаре, и все
все к ним давно привыкли, и к этим к джекпотам, когда тебе там по 15 энергетосов падает за раз. Но вот на Эрангеле у нас такого не было, и, наверное, это даже прикольно, когда есть штучка, где вы можете заправиться. Причем я так думаю, что в ультимейте, чисто в теории, это бы тоже бы не помешало, потому что с хилами в ультимейте прям большие проблемы, и если бы у нас было чуть больше энергетиков, вот этих всяких автоматиков, было бы прикольно. А может быть, и это нам и не надо, не знаю, пишите опять же, что думаете по этому поводу, что из вот всего, что я сейчас вам рассказал, это все есть в ПК-шном PUBG, но этого пока что нет в PUBG Mobile. И вот что нужно добавить в первую очередь, что нужно добавить во вторую, что нужно вообще не добавлять, все пишите, я вам честно скажу, ребята, разрабы реально будут присматриваться, поэтому свое мнение выражаем, приходите в мою телегу, заходите на стримы, закупайтесь сишками в моем самом выгодном магазине, всех обнял, всем пока.